Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий момент. Я думаю, вы все хорошо помните Москвич, АЗЛК 2141 и его хозяина дядю Вову. Да, это именно тот самый москвич, который будет сегодня воевать с очень крутыми иномарками. Дядя Вова является, скажем так, ярким представителем инженерной советской мысли. Он купил себе москвич, слегка его доработал и приехал к нам на гонки. С виду это обычный москвич. Слегка в таком легком боди-ките сделаны бампера, передние арки, пороги. Задний бампер доделан. Москвич, скажем так, и в Африке москвич. Так тут и написано на крыльях. Тачка во всех огнях, в очень хорошем состоянии. Такое ощущение, что она новенькая и только выехала с конвейера. Давайте посмотрим, каких соперников мы приготовили для дяди Вовы. Ну что, ребята, как вам соперники? Какие шансы у дяди Вовы объехать такие дорогие и очень быстрые иномарки? А пока вы думаете, мы начинаем. Поехали! Валим, 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 валим на гелике. Геленваген, ваген, ваген на делюге. Серьезные. Мы нашли гелик АМГшный V8 дизельный на двух турбинах. Тачка на чипе, в ней 300 сил плюс. Кто круче, Москвич или Гелендваген? Гелик. От чего? Ну что, он черный, брутальный. Знаете такую машину Mercedes гелик? Это очень дорогая машина. Как вы думаете, есть шансы у вас объехать ее по прямой? Но если черного цвета, наверное, даже не знаю, что сказать. Гелендваген на полпути решил сдаться и просто покинул поле боя. Что, вы не рассчитали свои силы? Да вот так по приколу же, куда? Не всегда приезжаешь на Мерседесе на гонки и уезжаешь победителем. Любители немецких машин сдались на полдистанции. А, сдались? Да, он прикинул, что нет смысла. А7, Какого года? 12 год, 3 литра компрессор. Автомат. Сколько сил? Ступенчатый. Сток 310. Тачка у тебя, конечно, шик. Но вот ты мне скажи, Audi сможет объехать Москвич? Должен объехать. А едешь? Надеюсь. Ребята, я просто не верю своим глазам. Что творит этот москвич? Ты вообще, мог вообще подумать, что москвич Я не ожидал такого результата, конечно. Ребят, какой там Форсаж 9? Дядя Вова — это наш отечественный Торетто. Какие ставки? Сможет ли дядя Вова на своем москвиче объехать Кайен, ребят? Да не просто Кайен, а это Кайен Турбо. Машина 7-го года, объем 4,8, 500 лошадиных сил. Под капотом у Кайена вот такой вот мотор. Это V8, ребята, да. Старый советский москвич или дорогой мощный Порш? Кто кого? Мощный Порш. А как ты думаешь, обидишь москвич? Ну, надежда есть, как бы, но москвич тоже очень сильный. Вторая дяди Вовы. Жесть,
Жесть, ребята, Москвич уезжает просто в космос. Что бы себе купил, москвич или Каен? Каен. Москвич, конечно, только москвич. Drop it out, oh, as I bump, yeah. Cause you's a sucker, motherfucker. Niggas been, I fuck with you. Niggas been, Нормально, нормально. Ох, дядя Вова попал в коробку. Пошел. Жесть, ребята. Вы видели, как москидончик подкидывает? Когда дядя Вова там переключается, вот такое ощущение, что сейчас вот просто на дыбы встанет. Москвич. Сила. Ложуха, сила. СССР делали машины, делали вещи. Со стороны как, блядь, ты такой думаешь, я в пол нажал или не нажал, блин? Да, Еду кажется, вроде, может, там еще чуть-чуть. ничего уже не было, уже кнопка там уже под этим жмется, ломается, я думаю, куда уже дальше, уже все. 500 сил не хватило, чтобы объехать в Москвич. Давайте попробуем подобрать какого-то соперника по забористи. Сегодня у нас реванш с дядь Вовой. Дядь Вова меня в прошлый раз объехал, унизил, поэтому сейчас будем заезжать еще раз. Что, ты доработал по машине? Сделали Stage 2 мотор и Stage 3 коробку. Сколько было сил на стоке и сколько сил сейчас? 310 было на стоке, сейчас, мы же не мерили ее, но должно быть 400. И ты 0-100 она едет ровно 4 секунды. И ты думаешь, что у тебя есть шанс объехать дядю Вову на москвиче? Должны, конечно, дядю Вову объехать чуть-чуть. Дядя Вова на москвиче дал угля. Жесть, просто жесть, ребят. Старт проебал, Да, вообще. Проебал старт. Да. А ходом выиграешь у москвича? Не знаю, давай проверим, давай глянем. Ну, я думаю, что, знаешь, 50 на 50. Дядя Вова догоняет! Ох, вот это Голливуд, ребята! Нашли достойного соперника для АЗЛК-2141. Им будет BMW M4. Машина 2018 года, привод задний, 450 кобыл. Я думаю, что М4 уделает москвич просто в точку. Это все-таки М4, ребята, не какая-то там обычная BMW. Бэха сейчас размотает просто в клочья этот москвич. Ребята, москвич уезжает от М4, я просто не верю. Вова не втыкнул там что-то. Сейчас, ребята, приехали
просто вровень. Такое было ощущение, что Москвич вроде как слегка был впереди, но это не точно. Третью выбило. Выбило, я его опять включал. Он бы вас не догнал бы вас. Не. Ладно, допустим, это была стоковая М4 на 450 сил. Давайте так, чтобы вы не писали, что это нечестно, что это заряженный Москвич, что М4 ему не соперник. Вот, специально нашли заряженную М4 на Stage 2 в тачке 500 сил плюс. It ain't all angels and halos. Soon as the night falls, I'll be back on my angle. One black crow lands on the dining room table, beckons the last souls to do the dance of the fatal. Here's a chant for the fable, stamped on the hands that made you. This would happen to the dream that came true. Be the son to the one who named you. Don't be told like no. Она на хорошей резине для зацепа и никаких отмазок. Едем до Талова. Ехать я буду сзади для того, чтобы был лучший зацеп, потому что все-таки Москвич это очень серьезная спортивная советская машина. Я думаю, что Бэха на Stage 2 на 500 сил плюс уделает Москвич просто налегке. Как вы думаете, есть шансы у Москвича объехать Бэху заряженную? С места как бы есть шанс. Ну вот ходу как С места, да, а потом роллом посмотрим. Думаете, что Москвич реально объедет М4 на Stage 2? Думаем, да. Думаю, что старт будет хуже еще у этой. Еще хуже, да? Да, я думаю, что навряд ли он дотянет. А может быть, одинаково придут. Ваше мнение, доберет? Ну, ты же знаешь, москвич сила. Сила победит, да? Конечно. Вам не страшно? Такая серьезная тачка. Чего бояться? Машины обе желтые. Ну да. Там посмотрим. Одна желтее, вторая нет. М4 на Stage 2 разнесла Москвич. Вы сами это видели. Дядя Вова сражался, оборонялся, но ребята, М-ка была первая на финише. Да, ну ты красава, реально удел дядю Вову. Обогнать его практически невозможно. Он катал даже с паршом на 500 сил, всех объехал. Ты реально красава. Твоя тачка прет как надо. У кого? BMW M4? Не, Москвич. Или... Москвич, да? BMW M4. M4, да? Да, конечно. BMW выиграл. По-любому. Москвич на BMW. Ребята, Москвич объехал Таню. Это просто какая-то жопа, ребят, полная жопа. Передачи все попал и все. Попал все передачи. Да, дядя Вова выиграл. Вы 100%. Как-то или звезды сошлись, или у него что-то не получилось, или я правильно все включил. Ага, Надо тренировать старт. Это первые старты низкие. Ага. Я ж ходом ездил. Ну и как бы и коробка у меня немножко поломалась, мув со второй передачи, не хочется включать, поэтому вторую включаю медленно, где-то проигрываю 0-100, не еду так, как мог бы ехать. Ну, будем стараться улучшать время. После того, что я сегодня увидел, если честно, я в очень большом шоке. Я не знаю, как вы, но мы попросили дядю Вову экспертно показать и рассказать, как он строил свой автомобиль. Дядя Вова согласился. Я приехал, СТО дяди Вовы находится по адресу Столбовая, 17В. Ну что, врываемся в самое логово, где строился и создавался москвич дяди Вовы, над которым ребята трудились всем коллективом. Это моторный цех. Для мотористов. Моторный цех, да, тут делается мотор. Он там снимается, вот балочкой привозится сюда, весится на лапу либо на эту, либо подвижную. Вот. Здесь ремонтируется, сзади там есть мойка специальная оборудованная. Все здесь собирается, отсюда мотор поднимается, везется туда, устанавливается, машина уезжает. Далее, у дяди Вовы вы можете доработать салон вашего автомобиля. Полидизайн, они занимаются пошивом салонов. И, кстати, Полидизайн шил салон на москвиче дяди Вовы.
Так, здесь бокс электрика. Также ребята тут занимаются доп. Оборудованием, сигнализацией, парктроники, музыка. Я вижу кучу кубков. Это кубки по участию в автозвуке? Да. Врываемся в дяди Вовы кабинет. У дяди Вовы, конечно же, есть какие-то свои кубки. Дядя Вова, за что кубки? За официальные соревнования, драг-рейсинг. Это, по-моему, 2004 год. А где они проходили? На взлетке. Вот у меня стоит «Москвич». Ну и символ моей эпохи. Будем так говорить, это уже с 57 года. Вот, это она. Все работает. Космическая какая-то штука, да? Да, это спутник. Первый спутник, запущенный в те года в той стране, будем так говорить. Сейчас дядя Вова откроет капот, и вы сами все увидите. Очень многие думают, что под капотом мотор это иномарки. Спешу вас расстроить. Здесь родной москвичевский двигатель и головка на 8 клапанов. Вот так вот, ребята, это реально мотор от москвича. Вы сами видите. Мотор докомплектован турбиной, водяным интеркулером. Вот он кулер. Сделаны пайпы, стоит Blue Off. Я понимаю, что коллектор тоже как-то другой, какой-то тюнинговый. Весь вопрос в том, и как бы техническое задание, когда ты начинаешь что-то делать, ты сам себе ставишь задачу, что ты хочешь с этого получить. Задача была такова: мотор должен быть именно москвичевский, значит блок, головка, коленвал, распредвал, поддон, это все москвичевское. Все, что внутри, допустим, часть переделывалась, шатун. Шатун не выдерживает такую нагрузку от турбины, москвичевский ясно, понятно, поэтому шатуны делались под заказ. Вот. Гильзы, соответственно, большего диаметра. Тут гильза 92, заказывался чугун, я говорил в прошлом выпуске. Вот. И изготавливалась гильза типа Дартон. Усиленные гильзы пошли. Да, усиленные гильзы, чтобы она могла держать эту нагрузку и так далее. И так далее. Коленвал родной? Родной коленвал. Распредвал, коленвал, головка, поддон, это все родное. Вот. Так, я слышал, что в этих москвичевских моторах коромысла ломаются, если не ошибаюсь. Да, вы знаете, я изготовил коромысло, я вам потом покажу. Вот, это индивидуальный заказ, она сделана, она здесь стоит, она работает. Значит, сверху идет стандартный, да, рокер снизу, доработанный дядей Вовой. Это полностью изготовленный, недоработанный. Да, извините. Это изготовленный из куска металла, выфрезерованный, сделанный, завтуленный бронзой 3 пятерочки. И обращено внимание на что? Вот эта вот узкая часть, критическое сечение, при превышении, допустим, 7, там чуть за 7 оборотов, она лопается. Вот лопается в этом сечении. Здесь вот эта часть усилена, сама рабочая часть увеличена, то есть уменьшено удельное давление на кулачок. Вот, и 55 единиц по Роквеллу твердости. Скажите просто, что за турбина? Турбина это Холсет 351. Ну, технические параметры, могу сказать, что компрессорное колесо имеет диаметр 86 мм. Ну, чтобы я больше не говорил, хотя бы это большая турбина. Но я так понимаю, что вот те силы, на которые вы едете, это не весь потенциал данной турбины с мотором? Нет. Сейчас лайтовые прошивки. Надув 1.35, не острые углы, не для драга, это для повседневной езды. То есть ездить можно сколько угодно, все температуры, углы, все на месте. Подкапотку вы точно все видели у москвича в прошлом видео, но что у него снизу, никто из вас не видел и не в курсе. Сейчас будет самое интересное. Передняя подвеска тут полностью заводская. Вот тут никаких изменений нету. Так, дядя Вова, я вижу, это переходная... Ага, вы варили колокол, это получается. Вареный колокол, да. Чего коробка, напомните, пожалуйста? Коробка это Audi 01E. Вот. Изначально она была 2.5 турбодизель. Сейчас тут стоит ряды с S6. Они более сближенные, потому что те длинные передачи. Это Westgate, правильно что-то? Да. Ага. Водяной радиатор интеркулера, он фактически метровый, он сюда заходит, часть на радиатор. Вот. Вот это бачок, его куда сливается охлажденная жидкость, засасывается насосом, там сверху стоит насос. Вот, и заходит в ядро интеркулера. Просто от чего задний редуктор? Это тоже Audi, это вот полностью подвеска с редуктором. Ага, вот так вот. Вся установлена сюда. Меня переполняют эмоции.
Дядя Вова реально человек с большой буквы, очень крутой строитель, построил действительно героический проект. Ну что, друзья, вы удивлены? Поверьте, я тоже. Я был уверен на 100%, что дядя Вова на своем москвиче никого не обгонит. Но так жизнь не бывает, все пошло не по плану. С вас, как всегда, лайки, подписки. И, кстати, мы скоро привезем из Николаева Волгу на 1000 лошадиных сил и зарубим с мажорами, с очень дорогими и быстрыми иномарками. И чтобы вы это видео не пропустили, обязательно жмите колокольчик. Всем пока!